Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео поговорим о том, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не должно быть на вашем кухонном столе. Иначе, таким образом, вы привлечете беды, неприятности и проблемы. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите слово «изобильный стол», и пусть Вселенная приумножит мыслимые и немыслимые блага вашей жизни. Также, друзья, хотим вас поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Вы знаете, стол – это не только сакральное место, которое есть в каждом доме, но и символ благополучия, счастья и достатка в семье. Стол способен притягивать в дом то, что данной семье не хватает, а также мир и уважение между людьми, которые живут в таком доме. Но это происходит при условии, что вся семья будет относиться к нему с особым уважением. Мало кто знает, но этот предмет имеет самую сильную энергетику в доме, поэтому обязательно нужно к нему относиться с особым уважением. Немаловажными в жизни каждого из нас являются народные приметы, которые связаны со столом, и, к сожалению, мы забываем их соблюдать, чем допускаем ошибки, которые приносят в нашу жизнь одни неприятные моменты. Стол нужно обязательно содержать в идеальной чистоте, чтобы негативные энергии, которые находятся в жирных пятнах, крошках, остатках еды, не перекрывали доступ к светлым энергиям, а также денежным каналам. Нельзя сидеть на столе. Мы это неоднократно вам говорили и еще раз повторяем, потому что таким образом вы показываете ему, что не готовы его уважать, что не нуждаетесь в его помощи, а такое неуважение способно наполнить дом негативной энергией, которую стол очень за короткий промежуток времени приумножит, чем привлечет неудачи и неприятности не только в жизнь того, кто на нем сидел, но и в жизнь других членов семьи. Также нельзя и оставлять на столе нож на ночь, так как такой поступок притянет темные силы в дом, что скажется на психологическом и эмоциональном состоянии семьи. Члены семьи начнут ощущать беспочвенные страхи, а сон будет беспокойным. Нельзя садиться и на угол стола неженатым и незамужним. Это чревато одиночеством, даже если вы на данном этапе состоите в отношениях. Помните, будет разлад и отношения распадутся. Также на столе нельзя оставлять расческу, так как энергетика стола и энергетика волос переплетутся, а если волосы подобрали где-то негатив, чью-то зависть, то это передастся и столу, что приведет к отсутствию счастья в жизни данного человека. А так как на столе не должны находиться такие предметы, то он будет излучать негатив, который притянет денежные проблемы. Нельзя класть на стол и головной убор, так как это принесет его владельцу сильные мигрени, а если сделать такое действие перед дальней дорогой, то она будет неудачной и принесет неприятные впечатления. Нельзя класть на стол ключи. Это нарушит особую энергетику жилья, что приведет не только к ссорам, отношения между членами семьи быстро испортятся, но и в таком доме будет некомфортно находиться. У ключей должно быть обязательно определенное место в доме. И если их бросать в неположенных местах, это приведет к проблемам с деньгами. Также нельзя класть на стол и сумку. Это также неуважение, которое вы оказываете столу, что приведет к неудачам, которые наполнят данный дом. Нельзя класть на стол подушку. Это приведет к тому, что беда придет в ваш дом. Народную примету нейтрализовать нельзя, поэтому не вздумайте этого делать. Положите на стол кошелек. Это приведет к потере денег, к воровству. Если кошелек будет открыт, то денежная энергия уйдет из него. Вернуть ее будет очень непросто. На это понадобится уже достаточно много времени. Также нельзя смахивать со стола крошки ладонью. Для этого должна быть специальная тряпочка в доме, которая будет использоваться только для этой цели. Если вы продолжите проделывать так и далее, не удивляйтесь тому, что деньги будут обходить ваш дом стороной.
Нельзя за столом выяснять отношения, ругаться. Такая ссора будет затяжной, а может закончиться и разводом. Ножницам не место на столе, но если вам нужно сделать это временно, они обязательно должны быть закрытыми, иначе это приведет к проблемам со здоровьем. Больше всего пострадает глава семьи. На столе не должна находиться и пустая посуда, так как это приведет к потере работы у главы семьи, а со временем и к денежным потерям. Деньги, только появившись, сразу будут уходить в пустоту, вы их присутствие не будете ощущать. Если вы встретите паука на столе, это означает, что в ваш дом вхож недоброжелательный человек, поэтому присмотритесь внимательно к своему окружению. Есть также и хорошие народные приметы, связанные со столом, которые способны помочь вам. Если вам нужно ехать в дальнюю дорогу, положите на центр стола руку ладонью вниз и при этом пожелайте, чтобы все прошло гладко, дорога была легкой, а впечатления были приятными. Если со стола упало что-то мужского рода, это означает, что в ваш дом придет счастье. Если уже упало что-то женского рода, это означает, что в скором будущем в ваш дом придут новости, которые вас сильно порадуют. Если в полнолуние по центру стола на белом листе разместить 3 щепоточки корицы, знайте, в ваш дом придет счастье. Выкинете данную корицу в окно на рассвете, и неожиданные деньги будут поступать в ваш дом. Если между супругами постоянное недопонимание, тогда нужно вам сесть за стол друг напротив друга, взяться за руки, далее улыбнуться, поговорить, и все неприятности и недопонимания уйдут в небытие. Живые цветы на столе будут притягивать в дом благополучие и любовь. А вот стол без скатерти – это дом без денег, а также с конфликтами и ссорами. Скатерть – это залог домашнего уюта, оберег для дома. Используя ее себе во благо, вы сможете избежать разногласий в семье, наполнить дом стабильностью и различными другими светлыми энергиями. Еще с древних времен скатерти оказывали достойное внимание, знали, что в том доме, в котором ее нет, никогда не будет достатка. Считается и то, что она помогает увеличить материальный достаток и привлечь таким образом в дом богатство. Наши предки с уважением относились к скатерти, соблюдая все правила, которые были с ней связаны. А с ней связано, как вы знаете, много народных примет, которые нужно соблюдать, чтобы не получить от нее противоположное действие. Если вы положите под скатерть в новолуние крупную купюру, тогда деньги будут поступать в ваш дом в большом количестве. Но не стоит класть деньги на скатерть, так как это к растратам, к бесполезной трате денег. Если вы подарите скатерть кому-то из вашего окружения, то станете желанным гостем в доме, близким другом семьи. Если к вам неожиданно нагрянули гости, а еды в доме немного, положите втихаря нож и горошину черного перца под скатерть. Это уменьшит аппетит присутствующих, и они быстро наедятся, и все останутся довольны, как хозяева, так и гости. После ухода гостей вытряхните скатерть на улице. Это будет способствовать тому, что деньги будут водиться в вашем доме. Если человек, кого вы ждете, к обеду опаздывает, то тогда стоит потрясти скатертью, как он вскоре придет. Также держите под скатертью 3 красные шерстяные нитки. Это к богатству и благоприятным семейным отношениям. Деньги всегда будут у вас, и никогда не будет финансовых потерь. На скатерть, если образовалась дырка, не стоит ее зашивать, дабы не притянуть в дом бедность. В таких случаях ее нужно сжечь, чтобы она не привлекла беды к семье. Купите новую, и она должна быть красивой. Не экономьте деньги на данную покупку. Ее вы должны ощутить на энергетическом уровне, поэтому прислушайтесь к своей интуиции, она вам подскажет. Застелить скатерть нужно обязательно на растущую луну. Она наполнит дом крепкой энергетикой, принесет в дом светлые положительные эмоции, взаимопонимание и уважение. Также никогда не покупайте ажурную скатерть, потому что она способна притянуть денежные проблемы и даже их крупную потерю.
Если появились пятна и при стирке они не отстирываются, это означает, что в доме побывал очень завистливый человек. Поэтому вынесите ее из дома, связав на узел, и выбросите. Если скатерть будет большая и вам придется ее сложить вдвое, ваша вторая половинка, знаете, найдет вам замену. Если скатерть будет маленькая, и вы застелите ею стол, это лишит вас денег и удачи. Ну а если вы застелите квадратную скатерть на круглый стол, это притянет череду неприятностей, которые будут вносить коррективы в жизнь членов семьи и тех, кто за таким столом посидит. Если на овальный стол вы застелите квадратную скатерть, это приведет к проблемам на работе и в бизнесе. Если на свадьбу подарили молодым белую скатерть, это к жизни без проблем, тревог и неудач. Если эту скатерть застилать в течение 7 лет на годовщину, это приведет к тому, что пара вместе проживет аж до глубокой старости. Если начались у вас проблемы с деньгами, вышите на внутренней стороне знак бесконечности обязательно зеленой нитью. Это поможет быстро от них избавиться. Если между членами семьи пропало взаимопонимание, участились ссоры, конфликтные ситуации возникают на пустом месте, это означает, что на вас наслали порчу. Вам нужно провести такой ритуал. Купите в четверг новую скатерть, обязательно из натуральной ткани, без рисунков, без всяких кружев и декора. Вечером, когда все лягут уже спать, нужно постелить скатерть изнанкой кверху на ваш стол. Затем разложить столько чашек по кругу, сколько членов в вашей семье. После чего зажечь свечу белого цвета и, подержав над каждой чашкой, проговорите такие слова: порча дом этот покидает, мир его наполняет. Эту скатерть на стол стелю, отношения между членами семьи добрые установлю, любовью нас всех окружу. После этого свечу установите по центру стола, чтобы полностью догорела. Огарок вынесите и выбросите подальше от дома. На следующий день утром переверните скатерть, так она должна находиться до вечера. А вечером, собрав всю семью вместе, выпейте чай из чашек, которые участвовали в ритуале. После проделанного ритуала конфликт в семье пройдет. Отношения обязательно нормализуются и станут дружескими и уважительными. Если положить под скатерть веточку лаванды, это будет оберегом для вашего дома, который защитит вас от сглаза или негатива со стороны гостей. Проделав это действие, вы можете чувствовать себя в безопасности. Если треугольником под скатертью вы выложите 3 листочка мяты, это укрепит семейные узы, усилит любовь и даже улучшит здоровье. Важно, чтобы скатерть всегда была наглажена. Это будет отталкивать негатив из вашего дома, если такой в него, конечно же, попадет. Внимательно следите за своим столом. Он ни в коем случае не должен скрипеть или шататься, так как такое его состояние способно разрушить сильной энергетикой полностью все то, что его окружает, перевернув жизнь людей, которые за ним едят или же просто проводят какой-то промежуток времени в худшую сторону. Ваш стол должен быть всегда крепким, ухоженным, на нем не должно быть никаких повреждений, трещин или же сколов. Иначе он будет притягивать энергии, которые мешают сделать вам дом полной чашей. Помните о том, что на вашем столе должна находиться красивая скатерть. Также должны находиться на вашем столе фруктовница с фруктами. Какие фрукты лучше всего использовать? Конечно же, апельсины, пару лимончиков, яблоки. Используйте яблоки красные, желтые, зеленые. Если вы не любите фрукты, такое тоже бывает, хотя бы возьмите символически и раз в неделю их меняйте. Далее обязательно должна быть медовница, но с медом именно настоящим. Дело в том, что очень часто люди видят слово мед или видят мед, который мы привыкли видеть эту субстанцию, и не обращают внимания, что этот мед может быть просто-навсего из сахара. Поэтому, когда вы покупаете мед, обязательно узнавайте, как его именно производят. Действительно, если пчелы, узнайте именно всю специфику, когда качают мед и так далее, и так далее. Также используйте и палочку корицы. Это будет помогать вам приумножать положительные энергии, которые будут поступать в ваш дом.
Под скатертью должен быть и лавровый лист. Не забывайте и о денежной купюре, монетах. Это все будет помогать приумножать денежную энергию, поступающую в ваш дом, делая вас намного богаче и успешнее. Но помните о том, что на вашей кухне всегда должно быть чисто, аккуратненько, ничего не должно быть ни поломанного, ни разбитого и так далее, и так далее. Потому что кухня, помните, она отвечает у нас с вами за что? За изобилие и за достаток. И очень часто приходишь к людям в дом и заходишь на кухню, и у них гора посуды, грязно, прямо даже есть такая вот на энергетическом плане чувствуется эта вонь. Пожалуйста, вы в первую очередь делаете не для гостей, не для друзей, не для родственников, а для себя. Поэтому ваша кухня – это ваш достаток. Бывает так, что люди не могут себе по каким-то причинам обновить кухню, мебель купить новую и так далее. Но на том этапе жизни, который у вас есть, старайтесь сделать так, чтобы у вас было хотя бы чистенько, аккуратненько, уютненько, по-домашнему. Это очень важно. Друзья, вот такой вот важной ценной информацией мы сегодня с вами хотели поделиться. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. В комментарии напишите «изобильный стол» и «пусть Вселенная» это приумножит в вашей жизни. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.